Подвесные потолки на металлическом каркасе. Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Необходимые элементы и материалы, применяемые для выполнения подвесных потолков с металлическим каркасом, выпускают многие фирмы. Эти системы представляют собой каркас из металлических профилей, обшитых листами гипсокартона. Металлические профили изготавливаются из стальной ленты, толщина 0,55–0,8 мм, методом холодной прокатки и имеют швеллерообразное сечение. Поверхность таких элементов покрыта слоем цинка для предотвращения последствий негативного воздействия внешней среды. Для монтажа подвесного потолка применяются два вида профилей – потолочные и направляющие. Потолочные профили служат для формирования металлического каркаса подвесного потолка. Спинка профиля имеет ширину 60 мм, ширина полки 27 мм. Для облегчения центровки крепежных шурупов и для придания элементу дополнительной жесткости спинка и полки профиля имеют по 3 канавки. К базовому потолку профиль крепится с помощью специальных подвесов. Основные виды подвесов – подвес прямой и подвес с зажимом. Края полок профиля загнуты внутрь и служат упором для подвесов с зажимом. Прямой подвес скрепляется с потолочным профилем с помощью шурупов-саморезов. Спинка профиля служит для крепления к ней гипсокартонных листов. Потолочный направляющий профиль PN28/27 – это направляющая основа для каркаса из потолочных профилей PP60/27. В процессе монтажа подвесного потолка направляющий профиль PN закрепляется на стенах по периметру помещения. Для установки на несущее основание, в данном случае стену, направляющий профиль имеет отверстие диаметром 8 мм, расположенное с шагом 250 мм. Крепление производится шурупами с дюбелями. Существует два типа каркасов для подвесных потолков на основе металлических профилей. В одном случае основные профили, которые крепятся к базовому потолку с помощью подвесов, и несущие профили, на которых располагаются листы обшивки, находятся на разных уровнях. При этом вес 1 квадратного метра потолка составляет 13 кг. Максимальное расстояние между подвесами 900 мм. Наибольший шаг между основными профилями не более 1000 мм. Расстояние между несущими профилями не менее 500 мм. Зазор между стеной и крайним основным профилем 100 мм. Для скрепления основных и несущих профилей используется ПП-соединитель профилей двухуровневый. Другой вариант каркаса для подвесного потолка выглядит следующим образом. Основные несущие профили находятся на одном уровне. В этом случае расстояние между местами крепления подвесов к основному потолку может достигать 1000 мм, а расстояние между основными профилями – 1200 мм. Остальные параметры такие же, как и для разноуровневого каркаса. Между собой основные несущие профили скрепляются с помощью ПП-соединителей одноуровневых. Монтаж подвесных потолков следует начинать на той стадии работ, когда закончено применение жидких растворов, способных повысить влажность в помещении. Порядок устройства подвесных потолков следующий. Прежде всего следует определить необходимое расстояние между основным и подвесным потолками. В соответствии с этим производится разметка и монтаж направляющих профилей. Далее намечаются места установки подвесов и основных профилей. С помощью анкеров подвесы крепятся к базовому потолку, и к ним саморезами привинчиваются основные профили. Регулируя длину подвесов, основные профили выравнивают в одной плоскости, после чего к ним крепятся несущие профили. Затем с использованием специальных подпорок листы гипсокартона устанавливаются в необходимое для монтажа положение и закрепляются на несущих профилях саморезами с шагом не более 170 мм. Листы гипсокартона располагают перпендикулярно к несущим профилям, причем их стыки должны находиться на несущих профилях. Швы в местах стыков заделываются специальной шпаклевкой и армирующей лентой. Обшивка гипсокартонными листами может производиться в два слоя. Шурупы необходимо вворачивать перпендикулярно листам и углублять в профиль не менее чем на 10 мм. Головки шурупов утапливаются в толщу гипсокартона на 1 мм. После проведения вышеописанных мероприятий поверхность подвесного потолка готова для дальнейшей декоративной отделки. Ссылка на статью в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик.
Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.